Раньше я работал в глубокой сети, и это моя история. Часть 2. Привет, ребята, это снова Райан. Вам, похоже, очень понравился мой последний пост. Он привлек много внимания. А это и хорошо, и плохо. Некоторые мои старые приятели из глубокой сети нашли этот пост и... Что ж, я лишь надеюсь, что меня не втянут обратно в это дерьмо, ведь мне было достаточно трудно уйти. И еще кое-что. Я называю это место глубокой сетью, как и большинство людей, с которыми общаюсь. Я знаю, что некоторые называют его даркнетом или темной паутиной, но я называю это глубокой сетью. Прошу прощения, если запутал. Этот термин не совсем правильный, но его знает большинство людей. И да, я из Великобритании, все это происходило именно тут. Люди здесь могут владеть оружием, просто это не распространено. Чаще всего им пользуются фермеры. Итак, вернемся к нашей истории. Прошло уже 2 недели с тех пор, как я работал у Мэтта, и эти 2 недели я потратил на то, что скупал все, что мог на Amazon благодаря щедрой оплате, что означало, помимо всего прочего, новый ноутбук. Я старался никому не рассказывать о своих расходах, чтобы люди не начинали задавать вопросы, но довольно трудно спрятать совершенно новый дорогой девайс. В колледже прошла половина семестра, так что у меня была неделя отпуска, оплачиваемый отпуск с работы и все такое. Я, как обычно, часами торчал в интернете. У меня появилось новое хобби. Меня заинтриговала та пожилая пара, с которой Мэтт отправил меня поговорить. Я мало что смог найти о них в интернете, но кое-что интересное нашел в глубокой сети. Оказывается, старушка, я буду звать ее Дженнис. Так вот, у нее была судимость за нанесение телесных повреждений, избиение и нападение. И это правонарушение было совершено не в подростковом возрасте, а всего 12 лет назад. Она как-то умудрилась отделаться штрафом и общественными работами. Наверное, потому что они не могли посадить пенсионерку за решетку. Я хотел еще покопаться, но потом мне пришла в голову мысль, что я знаю профессионала в этом деле, верно? Я послал сообщение Мэтту, спрашивая, знает ли он еще что-нибудь об этих людях. Он ответил мне не сразу, что для него необычно. Чуть позже мне пришло письмо. Да, нам нужно поговорить, но не сейчас. Интересно, что такого узнал Мэтт? Обвинение в нападении ведь не так уж душетрепещуще, верно? Эти события очень беспокоят меня. Эта женщина убила 2 детей, и она стояла прямо там, черт возьми. Я ни за что не собирался снова приближаться к этому месту. Мне было жаль старика, но чем быстрее их не станет, тем лучше. Мэтт связался со мной через пару часов. Он написал: «В этой истории есть еще кое-что. Я просмотрел новости вашего города. Дети мэра не единственные пропавшие за последние годы. Мой мозг лихорадочно заработал. Я сразу же пришел к выводу, что старуха серийный убийца или что-то в этом роде. Она казалась способной совершить такое». Пришло еще одно сообщение. Все пропавшие, как правило, подростки, чьи родители занимают влиятельные посты в городе. Он отправил его со ссылкой на файлообменный сайт. Там были фотографии полицейских отчетов о пропавших без вести. Как, черт возьми, Мэтт получил их, я никогда не узнаю, но я сразу же увидел тенденцию. Сыновья мэра, дочь местного предпринимателя, сын полицейского инспектора. Все они имели что-то общее. Я набрал на клавиатуре. Что это значит? Потому что я не вернусь в этот грёбаный дом. Особенно теперь, когда я знаю это. Несмотря на чувство ужаса и страха, которые внушало мне то место, меня не покидало легкое чувство возбуждения. Новое сообщение. Я попрошу встретиться с тобой другого моего собеседника. Выбери место и время. Я встретился с другим источником Мэтта, Джейкобом, в городской кофейне. Я привел с собой друга, ведь осторожность никогда не повредит. Джейкоб был профессиональным фотографом, который работал полный рабочий день на Мэтта. Понятия не имею, что это значит, но думаю, что предпочел бы жить без этой информации. Как только я узнал, что он свой, то отпустил своего друга. Джейкоб был потрепанным мужчиной лет 30. Лучше всего я могу описать его так. Он похож на бродягу. От него даже пахло соответствующе. «Теперь мы работаем вместе», — сказал он с акцентом, похожим на восточноевропейский. Несмотря на это, по-английски он говорил довольно хорошо. «У тебя есть машина?» — спросил он, не меняя выражения лица. «Да, она припаркована на улице». Мой драндулет действительно стоял возле кофейни, хотя я понятия не имел, почему он им заинтересовался. «Мы поедем на ней на ферму, понаблюдаем за женщиной, понимаешь?» Я медленно кивнул, не понимая, имею ли полное право отказаться. «Хорошо, теперь идем. Я ненавижу кофе, меня от него пучит». Поездка за город меня здорово встряхнула.
Я возвращался туда и даже не был уверен, сколько заработаю. В спешке я забыл попросить у Мэтта оплату. Стройка слегка расширилась. Я видел, как рой задумчивых рабочих выкладывает фундамент. Миновав хаос развивающегося города, я замедлился. Проехал мимо дороги, ведущей к фермерскому дому, вместо этого свернул на другую, еще более заросшую и запущенную дорогу, ведущую к заброшенному сараю на участке супругов. Я припарковался так, чтобы меня не было видно из сарая, а Джейкоб занялся вещмешком, который принес с собой. Он достал несколько разных, очень дорогих на вид камер и начал устанавливать их так, чтобы они смотрели в заднее левое окно машины, направляя их в сторону дома и сарая. Место, где мы расположились, окаймляла полоса кустарника, и это вызывало довольно мощное ощущение клаустрофобии. Джейкоб, казалось, совсем не чувствовал этого, но с другой стороны он был профессионалом. Я не знаю, что там у него лежало, но к тому времени, когда он закончил, система выглядела довольно впечатляюще. «Мы установили сенсоры в поле, так что поймем, где старуха гуляет. Запри машину, если кто-нибудь украдет мою камеру, я вычту это из твоей зарплаты». Он бросил на меня взгляд, который показался мне полушутливым, поэтому я нервно рассмеялся в ответ. Мы обошли ферму, с собой у нас были маленькие GoPro, похожие на камеры с прикрепленными к ним антеннами. Время от времени мы останавливались и устанавливали где-нибудь одну из камер, обычно направляя ее на амбары или сараи. Примерно через час небо потемнело. Когда мы приехали, уже сгущались сумерки и быстро приближалась ночь. Вдалеке виднелись огни фермы. «Нам нужны там датчики. Ты поменьше, иди установи их». Я посмотрел на Джейкоба с выражением близким к ужасу. По его виду было ясно, что его заявление не подлежит обсуждению. Я взял у него датчик и пополз к кустарнику, окружавшему ферму. Мое сердце бешено колотилось в груди, когда я присел на корточки в грязи, глядя на ферму. Я поместил один из датчиков в кустарник, направляя его на входную дверь. Территория была довольно небольшой, так что моя дорога к задней стороне не заняла много времени. Я увидел силуэт в одном из окон нижнего этажа и замер. Черт возьми, да я чуть не наделал там в штаны. В отличие от Джейкоба, мне для этого не нужен был кофе. Хватало всего лишь сумасшедшей старухи с дробовиком. Задняя дверь была закрыта балдахином. Сенсор мог уловить движение через куст, но не было никакой гарантии, поэтому мне нужно было подойти поближе. Я медленно и мучительно тащился сквозь кусты, окружающие ферму, попутно порвав свои новые джинсы. Прокравшись к задней части дома, большой гараж, дверь которого была полуоткрыта. Я приблизился к нему с осторожностью, подобающей солдату на вражеской территории. Гараж был завален. Я поместил датчик прямо внутри, направив его на заднюю дверь фермерского дома. Я уже собирался вернуться, когда услышал, как она открылась. У меня сердце ушло в пятки. В панике я забрался на опрокинутый шкаф и уселся за ним, надеясь, что меня не увидят. В гараже воняло мусором, но меня это мало заботило. Старуха вышла на задний двор с мусорным мешком в руках. Я вздохнул с облегчением, когда она бросила мешок в большой мусорный бак, повернулась и ушла в дом. Несмотря на то, что я знал, что на улице никого нет, я выждал некоторое время, прежде чем выйти из гаража и вернуться к Джейкобу. «Почему так долго? Это всего лишь датчик, а не ракетостроение», – произнес Джейкоб с ухмылкой. Я уверен, что он шутил, но мои нервы были не в том состоянии, чтобы воспринимать шутки. На обратном пути к машине было тихо. Вернувшись, Джейкоб достал ноутбук и начал стучать по клавишам. Время от времени из динамиков ноутбука раздавался писк, который пробуждал меня от дремоты. «Все сенсоры работают. Теперь ждем. Ты спи первым, я разбужу тебя, если понадобится», – сказал Джейкоб, нарушая молчание. Я хмыкнул в ответ и погрузился в сон. Не знаю, как долго я был без сознания, пока он не разбудил меня. «Эй, дамочка ходит, просыпайся!» – раздался его низкий голос, бесцеремонно выдернувший меня из дремоты. «Что?» – спросил я, все еще не до конца оклемавшись. «Женщина, она идет сюда!» Эти слова быстро привели меня в чувство. «А где она сейчас?» Он закрыл крышку ноутбука и указал на окно слева от себя. Она только что пересекла лесополосу и шла к заброшенному сараю. Я опустился на сиденье, молясь, чтобы она не обернулась и не увидела машину. Жаль, что я не купил менее броский цвет. Красный, как правило, не очень хорошо сливается с кустарниками. Через минуту старуха скрылась в сарае. Джейкоб посмотрел на меня и прошептал: «Выходим, не высовываемся. Я иду первым. Оставь ключ в замке зажигания. Если она увидит, мы побежим». Из всего этого я мог согласиться только с одним утверждением. Мы побежим. В тот момент эта идея показалась мне более чем привлекательной.
Мы вышли из машины, стараясь не шуметь, открывая и закрывая дверцы. Джейкоб шел вперед целеустремленным шагом. Это явно было не первое его дело. Как только мы добрались до стены сарая, он подошел к низкому окну и поднял фотоаппарат. Затем опустил его и посмотрел в видоискатель. «Чисто. Заходим внутрь», – прошептал он. Его голос был едва слышен, несмотря на ночную тишину. Я последовал за ним, когда он вошел в дверной проем, в котором отсутствовала дверь. Сарай был пуст. И все же из дальнего угла исходил свет. Приблизившись, мы увидели в полу люк, распахнутый настежь, и ступеньки, ведущие вниз. Джейкоб жестом показал мне, чтобы я спрятался за ржавым трактором и последовал за мной. Он поднял с пола камень и с громким стуком швырнул его в дальнюю стену. Я смотрел ему прямо в глаза, на моем лице была написана паника. Он же глядел на меня со спокойным выражением лица, приложив палец к губам. Свет тут же погас, и я услышал, как старушка поднимается по лестнице. Краем глаза я видел, как она оглядела сарай, затем захлопнула люк и вышла на улицу. Мы с Джейкобом просидели в тишине добрых полчаса, прежде чем решились выйти из нашего укрытия. Он достал свой телефон и посмотрел на какое-то приложение для датчиков. «Она ушла», – подтвердил он к большому облегчению нас обоих. Я почувствовал, что вот-вот рухну в обморок, либо побегу к машине и умчусь отсюда как можно дальше. Однако мы встали и направились к люку, осторожно ступая по ветхому сараю. На люке висел замок, новый, блестящий на вид, контрастирующий с мертвым деревом пола. «Подожди», – проворчал Джейкоб, передавая мне свой фотоаппарат. Он пару минут возился с замком, после чего я услышал металлический щелчок, и напарник медленно открыл люк. Джейкоб достал фонарик и включил его, направив луч вниз. В этот момент я ощутил тот неописуемый животный страх, который испытываешь, глядя на стаю голодных волков. Мне не хотелось спускаться по этой лестнице, и я был уверен, что бы там ни было, оно было злом. Джейкоб казался невозмутимым и уже начал спуск. Он оглянулся на меня и сказал: «Идем, доверься мне». Конечно, я доверюсь человеку, которого только что встретил, когда мы входим в какую-то жуткую дыру в заброшенном сарае, принадлежащем кровожадной старой бабке. Отличная идея. Его взгляд оставался прикованным ко мне. «Ты хочешь, чтобы тебе заплатили?» – спросил он с рычанием. Черт побери, если я и умру, то только из-за денег. Я спустился в зловещую комнату, следуя за Джейкобом по пятам. Мы прошли по лестнице и оказались в небольшой комнате с верстаком, пробковой доской, спрятавшейся за бумагами, и дверью в углу. Все было как обычно, вот только запах. Пахло гнилью. Джейкоб протянул мне фонарик и принялся фотографировать, а после сказал мне: «Осмотри доску, может, там есть что-то стоящее, чтобы сфотографировать». Я пошел к доске и начал рассматривать приколотые к ней бумаги. Там были новостные заметки о пропавших детях, фотографии некоторых из них и статьи о расширении города на окружающие сельскохозяйственные угодья. Среди них были рукописные заметки, сделанные причудливым курсивом, в которой говорилось о таких вещах, как «напитки в пабе X» или «живет вместе Y». Это вызвало у меня поистине неописуемый озноб. Похоже, что старуха преследовала тех детей, выясняла, когда лучше нанести удар. Боже! Когда Джейкоб положил руку мне на плечо, у меня чуть сердце не остановилось. «Я просто прикалываюсь», — сказал он с улыбкой. «Я закончил. Уходим». Мы вернулись к машине, и Джейкоб посмотрел отснятый материал на своем ноутбуке. «Что было за этой дверью?» — спросил я с любопытством в голосе. Лучше тебе этого не знать. Ты отлично справился, а теперь поехали. Завтра я вернусь за датчиками». Еще одна замечательная идея. Казалось, чем меньше я знаю, тем лучше. Я поехал обратно в город, миновав по дороге этот проклятый фермерский дом. Я высадил Джейкоба в каком-то пригороде и поехал домой. По пути он дал мне листок бумаги с написанным на нем имейлом. «Ты хороший парень, напиши мне со своей электронной почты. Я сообщу, если мне снова понадобится помощь». После этого он дал мне объемный конверт. Когда я открыл его, то увидел, что там полно 20-фунтовых банкнот. Оказавшись дома, я пересчитал их. 1000 фунтов! Черт побери! Я уже начал думать, что это неплохая работенка. Не задавай вопросов, делай, что говорят, и получай зарплату. При всем ужасе сегодняшнего дня меня не оставляло чувство любопытства. Что же скрывается за этой дверью? Не то чтобы я собираюсь узнать это сам, скорее наоборот, я думаю, что был сыт по горло этой грёбаной фермой. Но запах... Это все, что я могу сказать на данный момент. У меня уходит несколько часов на то, чтобы все это записать, а сейчас я очень занят.
Особенно учитывая, что мои старые знакомые снова появляются и задают вопросы. Может быть, сделать все это достоянием общественности не такая уж хорошая идея? В любом случае, у меня впереди несколько напряженных дней, так что не ждите ничего в ближайшее время. А сейчас я пойду спать и постараюсь забыть прошлое, хотя я сомневаюсь, что смогу это сделать. Думаю, меня ждет еще одна бессонная ночь.